Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я украшаю вот такой зимний веселый торт «Снеговики на горке». Такой торт подойдет как в подарок спортсмену, ребенку. Также его можно, конечно же, и на Новый год украсить. Но очень мне хочется в данном видео показать то, что можно и не только на Новый год делать вот такие веселые, жизнерадостные торты в зимней именно тематике. Потому что, к сожалению, мы как-то редко очень делаем зимние торты, хотя зимнее время занимает тоже очень большую часть года. Итак, что же нам для этого понадобится, чтобы сделать такой торт, какие заготовки? Здесь у меня шоколадная молочная девочка, торт с кремом лакомка. Я его покрываю, выпекала я его в предыдущем видео, собирала. Я ссылку обязательно оставлю в описании к данному видео. Покрываю его шоколадным ганашем, 200 грамм шоколада и 100 грамм сливочного масла. И отправляю его где-то на полчаса в холодильник. Теперь, чтобы мне сделать саму эту горку, я беру, у меня два обрезка от бисквитов, две шапочки. Я их разрезала, вот такие вот у меня получились четвертинки от каждого коржа. Видите, по 19 сантиметров в диаметре они у меня. Сам торт у меня 26 сантиметров. И для самой горки мне нужно, по сути, здесь полторы вот этих шапочки, полтора коржа. Но у меня это обрезки, они у меня просто были в холодильнике. Недавно я пекла такие бисквиты, и вот они мне как раз и пригодились. Вот таким образом 6 штук я их сейчас прослою кремом лакомка и поставлю вот так вот к торту. Это очень удобно, никогда не нужно их выкидывать. Если у вас не срочно они вам нужны, вы их можете заморозить в пищевой пленке, и они вам пригодятся обязательно, и будете использовать. Итак, прослаиваю я их кремом лакомка, и пол коржа, которые у нас остались, я режу на более мелкие фрагменты и дополняю ими уже те места, где считаю нужным просто. Ну, чтобы создать именно форму вот этой горки. Это все у меня сейчас пойдет в дело, и останутся буквально пару маленьких кусочков от двух коржей, вот две шапочки от бисквитов, которые выпекались. Вот так я все это устанавливаю. Промазываю я и сверху бисквитной крошкой и кремом лакомка. Все это схватывается очень быстро, где-то у меня, ну, час, может быть, в холодильнике они провели. И потом, сейчас я все это вот так вот покрыла, видите, это с кремом лакомка, бисквитной крошкой, получилась вот такая вот горочка. 10 сантиметров в высоту мой торт круглый который, вы же можете и меньше его брать, не обязательно вот таким высоким и широким брать, можете и 20 сантиметров его в диаметре сделать. Здесь просто мне для видео нужен был такой покрупнее тортик, чтобы вам все детально показать. И тонюсеньким слоем, буквально полупрозрачным, я покрыла сливочным масло сливочное на сгущенке крем, просто чтобы изолировать от влаги и связать последние крошки. И вот такая заготовочка у меня полчаса в холодильнике постояла, пока я уже сварила белковый крем, и я начинаю украшать уже белковым кремом. Сварила я сразу на 250 грамм белка, 7 литров у меня дежамиксера, и покрываю просто в хаотичном порядке, просто покрываю весь мой торт. Абсолютно со всех сторон. Ничего я здесь не выравниваю. Мне просто моя задача покрыть где-то, ну, минимум 5 миллиметров, чтобы была ширина, толщина, вернее, у моего белкового слоя. Здесь я шпателем наношу вот такие вот хаотичные структуры, это как сугроб такой вот по бокам у меня, сугробы. Естественно, у них нет никакой формы. Здесь у меня кипяченая теплая вода, бутылочка идеально чистая у меня. И я просто из этого распылителя распыляю кипяченую воду на бока торта, чтобы увлажнить и чтобы мне слегка, буквально шпателем пройтись и слегка выровнять это все. Таким образом, вот так вот, видите, я уже выглаживаю его, у меня уже структура более такая становится податливая. И не нужно здесь никакого идеального выравнивания, потому что у нас здесь, по сути, это гора снега. И у снега, конечно же, нет никакой формы такой определенной. То место, где у нас будет лыжня, у снеговиков, вот где будут следы от лыж, мы увлажняем посильнее. Также я из распылителя брызгаю еще раз. Беру сейчас я мастихин. И мастихином я делаю вот такие вот полосы. Очень просто они делаются, потому что у нас теперь податливая очень вот эта структура у крема, так как он хорошо увлажнен. Видите, какая мягкая там у нас такая кашица получается. И делаю своеобразную такую лыжню.
потому что снеговики у меня будут скатываться по этой лыжне. Все, этого достаточно. Теперь я также точно, слегка, не увлекаясь, прохожу по бокам моего торта. Там, где считаю нужным, где уже такие сильные рытвины у меня, и я просто их заглаживаю. Но ни в коем случае ничего не выравниваю, потому что нам здесь и нужен такой торт именно без выравнивания. То есть с таким тортом его не нужно бояться, справиться даже начинающий кондитер. И порадуйте всех своих близких. И торт полностью будет украшен именно белковым кремом. Здесь у меня просто кондитерский мешок, я отрезала у него кончик, где-то сантиметр, и просто крем я выдавливаю, и по всему торту, по окантовке я наношу такие своеобразные сугробы. Также я прохожусь из распылителя, слегка увлажняю все это дело, и также мастихином я сейчас эти сугробы слегка так разровняю. Вот такая вот бутылочка, она даже полбутылочки мне не нужно, я имею в виду воды, чтобы покрыть такой торт, разбрызгать, да? Поэтому вы можете еще меньше себе бутылочку приобрести. В отделе косметических товаров они продаются. Просто новую, чистую взять и не использовать, конечно, для косметики, а только для торта. И мастихином также в хаотичном порядке разравниваю эти сугробы. Меня структура устраивает, в принципе. Я уже могу приступить где-то я там вот подправляю еще по бокам, но уже это не принципиально. Теперь я буду делать елочки. Вот такие у меня вафельные рожки для мороженого. Видите, они сделаны в форме кулька. То есть они не стоят у меня на дне. Поставить их невозможно, он падает. Поэтому я беру, омакиваю этот рожок в горячую кипяченую воду. Буквально через пару секунд я его оттуда вынимаю, и вот эту окантовочку я убираю, которая лишняя, чтобы он был ровным. У меня очень плотные эти рожки. Если их обламывать просто в сухом виде, они ломаются сразу. Поэтому вот такая вам подсказка. Если у кого такие же рожки, если уже у вас сейчас вот насадка у меня 8 миллиметров, открытая звездочка, она у меня без номера. И ей я делаю просто веточки у этой елки. Снизу начинаю, рожок держу в руках до тех пор, пока я его еще могу держать. А потом ставлю его на торт и уже на торте дорабатываю вот эти вот веточки у моей елки. Если же у вас, я про рожки хотела сказать, если же у вас рожки тонкие, изнутри полейте его просто шоколадом внутрь и на 5 минут в холодильник, чтобы он у вас зафиксировался, этот рожок, чтобы он у вас не размокал. У меня же очень плотные рожки, я всегда ими пользуюсь и для других тортов. Я просто знаю эту фирму-производителя и много лет их уже покупаю и знаю их. Поэтому все это делается элементарно. Окончание веточек уже делаем, дорабатываем на торте, там, где считаем нужным. И вот такая елочка у меня готова. Вторую, более маленькую я, конечно же, делаю. Я отсаживаю по тому же точно принципу, той же самой насадкой. И делается это все очень и очень просто. И насадки нужны самые элементарные здесь для этого торта, которые есть в любом наборе для начинающего кондитера. И даже такие же насадки продаются, мне кажется, даже в супермаркетах в отделе для выпечки. Итак, вот боковая у меня елочка будет. Я беру ее, во-первых, у меня здесь помельче. Я сделала этот конус из вафельного рожка. И только чуть больше, чем наполовину я ее украшаю, вот так, и вставляю как бы в этот сугроб. Она будет смотреться очень эффектно, очень объемно тоже. И дорабатываю ее уже просто уже на самом торте. Все, елочки мои готовы. Сейчас я беру кондитерский снег. И через сито я посыпаю им на торт. Сверху не сыпьте вот на эту лыжню. Я чуть-чуть насыпала, и плохо потом у меня отсаживались лыжи. Сыпем сразу на елки. Если же у вас нет такого кондитерского снега, это смесь сахарной пудры, слегка крахмала и слегка пальмового или кокосового масла. Именно вот это масло, оно и не дает таять вот сахарной пудре. Ни в коем случае не сыпьте сахарной пудрой, она растает у вас. Если же у вас нет вот такого кондитерского снега, просто посыпьте кокосовой стружкой. Она тоже будет очень эффектно смотреться на торте. И вот таких пару елочек я отсаживаю непосредственно уже на самом торте, уже без всяких вафельных этих рожков.
тоже они очень хорошо будут смотреться. И также я их потом присыпаю вот этим кондитерским снегом, так называемым, который не тает на торте. Теперь я буду делать лыжи. Насадка у меня 8 мм, опять без номера, к сожалению. С одной стороны у нее вот такая рифленая структура, а с другой стороны она совершенно гладкая. Вот этой гладкой стороной мы будем держать ее наверх и делать просто лыжи. Просто проводим такие палочки. Не сыпьте поэтому вот этот вот кондитерский снег наверх, чтобы лыжи цеплялись очень хорошо. И отпускаем, вот так вот слегка наверх ее уводим. И вторую делаем точно так же. Где-то расстояние у них 2-3 мм друг от друга. Видите, вот такое тоже может случиться. Я просто это убираю вилкой, и все. И в принципе лыжи идеально у нас готовые. И также мы делаем все остальные лыжи по этому же принципу. Крем для лыж и для снеговиков обычно на других тортах я варю отдельно. Здесь я просто одной порцией варила, но лучше сварить отдельно на покрытие торта и на елки, а для лыж и для снеговиков сварить где-то на 50 грамм белка свежий крем. Здесь у меня просто без насадки переходник, и я отсаживаю самих снеговиков. И такое туловище у снеговика. И, конечно, где голова у снеговика, там делаем уже поменьше этот шарик. Давим вот так просто из насадки и 3 раза так. Основание самое, конечно же, широкое, туловище потом поуже и голова еще поменьше. И все, и снеговики у нас готовы. Делается это очень все просто. Вы, если хотите, вы можете внутрь вставить деревянную шпажку и отсаживать уже на шпажку. Так тоже можно делать, чтобы они, может быть, как-то и постабильнее будут стоять. Но я делала такие торты уже несколько раз, и они очень хорошо транспортируются, эти торты, по населенному пункту, по одному. Да? Не возила я никогда их за город, но очень хорошо они по городу транспортируются. И однажды даже стоял такой торт у меня сутки в холодильнике, никуда снеговики не поплыли, никуда они не опали. Если свежесваренный крем, все очень хорошо держится. Насадка у меня здесь 3 мм. Круг, без номера, опять же. Оранжевый крем. Делаю такие морковки, как носики у снеговиков. Просто нажимаю и тут же отпускаю. Главное, чтобы зацепился здесь этот носик за белое основание. Очень просто они делаются. Если стабильный крем, они у вас идеально будут держаться, эти носики. Видите, как хорошо это делается. И у всех 4 снеговиков я это делаю. Теперь я вставляю обычные вот такие деревянные палочки. Это будут лыжные палки у меня. Мне надо было сначала отсадить им шарфики, этим снеговикам, а потом уже сделать эти палочки. Ну, здесь у меня немножко последовательность нарушилась. Но сначала лучше отсадите именно шарфики. Насадка у меня номер 16, 4 мм открытая звездочка с красным кремом, и ей я отсаживаю уже шарфики. И этой же насадкой сейчас сделаем и шапочки. Насадка, просто я давлю сверху, и получаются такие очень симпатичные вязаные шапочки у снеговиков. У нижнего я даже попыталась там отсадить ободок у этой шапочки беленький. Ну, это по желанию. Можете отсаживать, можете нет. И теперь насадка номер 13. 3 мм открытая звездочка, самая маленькая. Я отсаживаю вот такие вот бомбончики у шапочек. И также я сейчас отсажу ручки этой же насадкой. Номер 13. Открытая звездочка. Видите, вот так вот мы как бы от шарфика и цепляем за палочки, вот за эти вот деревянные. То есть это лыжные палки у нас по сути. Не видно здесь, к сожалению. Номер 13, открытая звездочка, 3 мм. Это как бы основа для ручек таких, потому что мы потом еще коричневым кремом там по ним пройдем. Сейчас коричневый крем у меня, насадка 2 мм, круг. Делаем глазки. Тот же самый крем, которым мы делали лыжи.
И так делаем у всех снеговиков по одному и тому же принципу. Они очень хорошо цепляются, эти все глазки, за крем. Главное надавить сразу. И этой же насадкой я делаю пуговицы у всех этих снеговиков. А вот той же насадкой, что мы делали шарфик, номер 16, 4 мм открытая звездочка, я делаю варежки. Там, где у нас ручка у снеговика цепляется за деревянную шпажку, делаем там варежки. Опять та же самая насадка 2 мм круг с коричневым кремом. Я просто давлю из нее посильнее и делаю пуговицы снеговикам. Теперь этой же насадкой с коричневым кремом 2 мм по уже основе из белого крема я делаю вот такие ручки им, угловатые. Обязательно угловатые, потому что снеговики, они же, мы им делаем обычно из веточек, да. И вот имитируем вот такие веточки. И в принципе снеговички наши готовы. Теперь я беру насадку номер 13, я здесь окрасила крем в голубой цвет и делаю такие как бы завитки, как вьюжные, что-то такое зимнее тоже. И написала успехов также красным кремом и посыпала посыпкой в виде снежинок сахарной. Вот такой веселый, жизнерадостный тортик у нас получается. В принципе, делается он совсем несложно. Просто главное знать принцип. И не обязательно на Новый год такое делать торт, но можно также и на любой зимний праздник его сделать. Я очень надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых моих видео. Я всем желаю успехов и до встречи в новых видео.